Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. После столкновения 25 человек получили ушибы. Об этом сообщили в РЖД. Уточняется, что среди обратившихся за медицинской помощью есть один ребенок. ЧП произошло в 14 часов 49 минут на станции Бряндино Ульяновской области. Пассажирский поезд номер 354 Пермь-Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет, говорится в сообщении. За медицинской помощью обратились 25 пассажиров, среди них один ребенок. У большинства ушибы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В РЖД уточнили, что из-за аварии поезд задержали на 1 час 21 минуту. Сильный проливной дождь с градом в Анапе привел к подтоплениям. За 4 часа в городе выпала норма осадков за месяц, в результате которых утром и днем на курорте вода скопилась на участках, которые находятся в низинах. С часа ночи выпало более 30 мм осадков. В городе зафиксировали 11 подтопленных дворов, с 6 из них воду уже откачали. Аварийные службы экстренно откачивали воду с улиц Северной и Садовой, очищали ливнеотводы от ила и листьев. В результате разгула стихии произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий в районе Пионерского проспекта и на ряде улиц в центре города. В штате Техас, в Плано, разбился небольшой самолет, в результате чего загорелось несколько транспортных средств. На место происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента. Данных о пострадавших нет. Аэрофотоснимки показывают серьезное наводнение на побережье Порту-Алегри. Уровень реки Гуайба достиг самого высокого уровня за 82 года. По данным гражданской обороны муниципалитета, уровень воды в Гуайбе достиг 3 метра 44 сантиметра в Порту-Алегри. Это самая высокая отметка с 1941 года, когда произошло историческое наводнение, в результате которого уровень воды достиг 4 метра 75 сантиметров. Уровень паводка Гуайбы в районе дока составляет 3 метра. На видео, снятом с самолета, взлетающего из аэропорта Салгаду-Филью, виден затопленный причал порту от Старого моста в сторону исторического центра и большая часть затопленного побережья. В Мексике во вторник днем прошел торнадо между муниципалитетами Перебан и Лос-Рейес, нанеся значительный ущерб различным садам авокадо. Сильный пожар ночью вспыхнул в восточном крыле китайского торгового центра Спрингфилд Парк в Дурбане в ЮАР. За короткое время огонь сумел сильно распространиться. На месте работало около десятка пожарных расчетов. В среду,
22 ноября в соцсетях появились снимки снега желто-серого цвета, сделанные удивленными жителями Перми. Как отмечают пользователи, странные осадки видели в самой Перми, а также Сивинском и Краснокамском районах. Причина столь необычных осадков заключается в маленьких крупицах почвы и песка, принесенных из Средней Азии, считают специалисты из областного Минприроды. Южно-Каспийский циклон, определяющий сейчас погоду в регионе, захватил мелкие крупицы почвы, когда перемещался над среднеазиатскими районами. Вместе с воздушными массами они оказались вынесены на Урал, а там, смешавшись с осадками, сформировали слой снега желтого оттенка. Это явление не уникально, иногда песок, перенесенный воздушными массами, создает буквально марсианские пейзажи. На этих кадрах так называемые столпы света, снятые в Мурманской области. Столбы света – это оптическое явление, которое возникает, когда свет отражается от мелких частиц льда, взвешенных в атмосфере, высоких облаков или взвешенных частиц льда. Искусственный свет от столбов или фонарей отражается от этих частиц, создавая вертикальные столбы света, которые кажутся направленными вверх. Это явление чаще наблюдается в холодном климате. Неопознанный объект упал с неба во Франции. Инцидент произошел в Страсбурге, на востоке страны. Прохожие обратили внимание на дымящийся Рено Клио и вызвали спасателей. Каково же было удивление прибывших на место пожарных и полиции, когда они увидели в крыше автомобиля дыру размером 50 сантиметров, причем днище машины тоже было пробито. Еще больше они были удивлены, когда на парковке обнаружили лишь очень малюсенький и легкий камень размером не больше лесного ореха. Он был похож на кусок сгоревшего дерева. Космическое тело было передано на химическое тестирование, однако местные эксперты утверждают, что известные человечеству метеориты такого размера не смогли бы проделать подобную дыру и пробить машину насквозь. В общем, истина где-то рядом, а следствие продолжается. Атлантические штормы, которые в последние годы становятся все активнее и все чаще добираются до берегов европейского континента, разрушают береговую линию, что сказывается на состоянии пляжей региона. Так, за последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка, в ноябре ситуация ухудшилась. По имеющимся данным, директор по пляжам Барселона Сиклоу дель Агва Патрисия Хименес заявила, что шторм, вызванный ураганом Киаран, который обрушился на Европу в начале ноября, оставил береговую линию Барселоны в критическом положении, поглотив большую часть песчаной зоны Нова-Марбелла. При этом суммарные потери песка эквивалентны исчезновению 4 из 9 пляжей Барселоны. Для поддержания пляжей в рабочем состоянии срочно нужен песок. Однако проблема вряд ли решится до 2025 года. Закупки песка находятся в ведении центрального правительства, и по данным СМИ, тендер по этому вопросу не состоится до 2025 года. Последний тендер был проведен в 2010 году. Спасибо за просмотр.